Время 4 утра, 13 марта, и сегодня я еду в Камбоджу. Быстро долетели на такси, на самом деле где-то минут 15, может, заняла дорога. 120 бат вышло. Я нашел уникальный 7-Eleven, который работает с 5:30 до 19. Время еще ни свет ни заря, мой арендодатель уже написал мне. If you were to get into trouble, call me. I have a friend in Siem Reap. Okay, he's a policeman. He's helping me with a charity project. His daughter is renting a room from me in the Royal Tower condo, and she took me to visit her father and her family. We stayed with the family in November, and they're a very, very good family. Ну что, вот я и доехал до границы с Камбоджей. Вот позади как раз Star Plaza, торговый центр. Можно в него зайти, поесть, может быть, в туалет и так далее. Значит, и можно будет идти уже переходить границу. Кстати говоря, по времени, значит, сколько мы ехали? 5 часов 10 минут. Достаточно долго. Остановок он делал много в разных местах по пути. Можно, в принципе, наверное, было бы и быстрее, ну, если меньше останавливаться. Вообще, я читал, что в Камбодже дела с едой обстоят хуже, чем в Таиланде, поэтому сейчас последний перекус, и можно будет переходить уже границу. Go up there, okay, when you are the front. After already. Ну что, вот я и в Камбодже. Перешел только что границу. Вон она граница, видна, вот здесь шпили вот эти вот красные крыши.
Вот, и я на круге сейчас как раз нахожусь, автомобильном. Вот, и ко мне сразу подошел еще там у арки, вот, на границе, подошел человек, предлагает свои услуги, значит, автобус до Сием Рип. Говорит 400, я говорю, не, я не готов, я готов только 300 заплатить бат. Вот. Но это меньше $10. В принципе, нормальная цена, я смотрел в интернете, вроде адекватно. Вот. И, ну, мы с ним разминулись, я границу потом уже проходил, вот, прошел этот таможенный контроль. И он меня опять нашел, говорит, ладно, за 300 поехали. В общем, привел меня сейчас к месту, где они стоят, вот там вот. Надо подождать, будет автобус. Но я пока решил сходить в магазин, смотреть, что здесь есть, продуктовый. Ну и не знаю, может быть, еще поспрашиваю по ценам, может быть, кто-нибудь дешевле предложит все-таки доехать до города Сием Рип. Сейчас посмотрим. Ну что, я в центре города Сием Рип, и вы спросите, почему я иду пешком с чемоданом по центру города. Вот, потому что водитель мой скотина. В общем, у них у всех такая схема. Они везут от границы в центр города, бросают здесь людей, а они пусть дальше берут тук-туки, мототакси, в общем, добираются с чемоданами дальше сами как хотят. Вот, это вот и у них такая система, рука руку моет. Вот. Ну, естественно, я же не из тех, кто будет еще раз платить за поездку. Вот, решил тут недалеко пройтись, в общем-то, пешком. Вот. Причем, кстати, тротуары хорошие, даже не дребезжат колеса на чемодане. Вот. И, ну, кстати говоря, я даже воевал с этим водителем, потому что у нас ехало несколько человек в машине. Вот, значит, двое в оранжевых робах. Значит, двое, ну, кстати, я тоже в оранжевом, ну ладно. В общем, два монаха, вот, и девчонка из Японии, тоже одиночная туристка, вот, одиночка. И, в общем, как мы доехали до центра города, он говорит, выходите, мол, все, мы приехали. Я говорю, да чего это мы приехали? Мы не приехали как бы еще. Вот, не будем выходить. Вот, ну и начали с ним бодаться. Вот, девчонка, естественно, вот эта вот, она молчит. Молчком вроде как там это ищет, куда ей надо ехать, а у нее другая проблема. Вот. А у нее даже нету ни адреса, ни номера телефона отеля, чтобы позвонить, связаться, там, поговорить, узнать. Вот, у меня хотя бы номер телефона был. Ну, как бы, и ладно, это не суть. Вот. Ну, в общем, я начал с ним бодаться, говорю, давайте-ка, везите меня дальше. В общем, договорились, что еще немного дальше провезет. Вот. И я уже дальше вышел. Я ему, перед тем, кстати, как выйти, говорю, давайте, это еще доплачу, там, 20 бат. А, нет, 40 я ему предлагал. 40 бат, говорю, доплачу, довезешь уж меня до места, что-то. Он что-то замялся, короче. Но он еще это, по-английски плохо вообще понимает, я так понял. Вот. Ну, в общем, хрен с тобой, золотая рыбка, думаю. Выйду здесь. Вот. А этим, ну, естественно, я вышел. На меня налетели сразу эти тук-тукеры. Говорят, давай мы тебя довезем. Я говорю, спасибо. Довезли уже. Вот. Я сам пешком. Вот. Ну, вот, иду, короче. Вот. Веселые тут вообще у них дела творятся. И, кстати, еще один момент тоже, пока не забыл, хотел рассказать. Значит, когда переходил границу, именно камбоджийскую, вот, перед тем, как получить визу в Камбоджу, значит, ну, и там нужно подойти в окошко, оплатить эту визу, написано над окошком. Вот, английским по белому или по зеленому, и там белым по зеленому. Вот, написано, значит, туристическая виза $30. Ну, всем известно нынешний курс бат. Если платишь в бат, то это по 35, ну, грубо говоря, даже можно прибавить 36. Вот. И выходит 30 бат, $30 это, ну, максимум 1080 бат.
Вот. Я подхожу, он говорит, оплачивает 1300. Я такой, стоять. Что-то в смысле 1300? Вот. Ну и говорю, что за фигня? Он говорит, 1300. Я вот, говорю, достаю, значит, мобилу, вот, открываю калькулятор, вот, показываю ему, что никак по математике не сходится. Вот, ты что-то перебарщиваешь. Вот. Я говорю, что, нет, я не буду платить 1300. Вот. Он такой, а у тебя есть фотографии? Я говорю, да, у меня есть фотографии. Ну, там 1200. Я такой, ну, все равно, что за фигня? Не буду я 1200 платить. Вот. Ну, в итоге он настырно все равно. Нет, говорит, нет, 1200. Вот. Ну, в общем, сторговались на 1200. Вообще, по идее, 1100 получается где-то. Ну, сотню я переплатил. Вот. Ну, с таможенниками бодаться, конечно, такое себе удовольствие. Вот. Были бы какие-нибудь там таксисты, это еще другое дело. Даже интересно, можно так сказать. А тут что-то и не хотелось. Ну, сторговался и ладно. И еще, кстати, пару заметок хотел сказать. Значит, вот когда въехали же в Камбоджу, именно городская застройка чем отличается. Значит, у них дома узкие, но длинные. Вот. Мне так кажется, это из-за того, что у них стоимость недвижимости зависит от ширины дома, занимаемой на конкретной улице, а не от длины дома. То есть длину строй сколько хочешь, ну как сколько хочешь, сколько там есть место, да? Вот. И получается, они такие странно выглядящие, прям коридоры, прямо не дома. Вот. И второе, это, значит, уже когда выехали из города в сельскую местность, прям замечается, что они все практически, каждый участок свой выравнивают бульдозером. То есть это, можно сказать, идеально ровная площадка. Даже пусть там хибарка будет какая-то, вот, но она будет ровная площадка. Вот. И мне кажется, это еще у них идет перфекционизм со времен 12 века, когда они строили Анкор-Ват. Вот. Может быть, оттуда. Но на этом весь перфекционизм заканчивается. Вот. В принципе, конечно, там, ну и сама страна по себе, она бедненькая. Вот. И, в общем, хламу полно у них тоже там. В общем, не то чтобы прям шикарно все это выглядит. Вот. Видно, что ребята бедствуют немножко. Не, ну в целом грязненько, конечно, тут. Мусор есть, валяется. Ну там вообще мусорка, целый участок. А тут, кстати, центр технического образования во имя дружбы Камбоджи и Японии. Вот так вот его выглядит. Чего? Друзья, друзья. Ну все, на этой вилле я зачекинился, бросил там манатки свои. Вот, кстати, у них забор вот так выглядит. Да. Вот. Ну, такое себе, конечно, посоветовать не могу другим такое место. Вот. Но на пару ночей переночевать нормально пойдет. Сейчас нужно посетить еще пару мест. Я хотел зайти посмотреть велосипеды в аренду. Вообще они сейчас работают или уже нет. Не, ну у них там тоже, конечно, есть велосипеды в аренду, но там их два, они такие городские, вот, типа ВТБшных, вот, и по $5 в день, в общем, они за них просят. Я, в общем-то, решил не брать, а сравнить, надо посмотреть, может, есть нормальные велосипеды за те же деньги или дешевле. Вот, а так, конечно, там сервиса у него полно, то есть и трансферы, и экскурсии предлагают. Вот, например, вернуться обратно в Бангкок отсюда из Сием Рип будет стоить $20. Ни много ни мало. Нормальная, в принципе, цена. Хотя я, в принципе, сюда добрался за 500 бат. А
Значит, $20 это 700 бат. То есть на 200 бат больше, чем я добрался сюда. Слушайте, ну архитектура, в принципе, здесь и ничего так. Это, наверное, в центре города, потому что там основная улица, можно так сказать. Там-то, конечно, при въезде были попроще дома. Вот она, подворотня, истинная, камбоджийская. Здесь готовят. Вон еще огонь. Уголь стоит. Оригинальная мусорка. Вот такой вот здесь двор. Но его что-то разбомбило. Вот, или просто он настолько старый, что время его разбомбило. Ну, парковочку к себе кто-то приватизировал. Вот так вот. Детворы что-то здесь прям полным-полно. Электробабка. Hello. Hello guys. А, так у них вот оно что здесь, это учебное заведение. Понятно. Учебное пространство, чего там? Скармливание любовью к обучению. Так, а нам куда-то, куда дальше? Прямо, наверное, направо здесь. Что-то не похоже, что там что-то есть. Вот, Bayonne MTB Project называется место, оно в гугле также можно его забить. Выйдет, где на карте он находится. Есть байки. You need to buy from the ticket office, or you could get it before you go to the temple, because at the along the way to So buying Angkor online Wat is also is possible. it's the checkpoint, so you need to buy it in advance. I see. So online, buying online is also possible, right? Yeah. Окей. Вот такие байки, значит, МТБ по $5 в день, а сити-байки по $3 в день. Здесь подешевле. Но надо брать маунтинбайк. Он сказал, что если сегодня вечером взять, то, ну и завтра кататься на нем, он возьмет денег только за один день. Ну что, вот он мой железный конь на завтра. Бианчи, правда, женская расцветка. Но это да ладно. А зато велосипед хороший, качественный. 29-е колеса. Вот. Что здесь? Тормоза гидравлические. Ну, сидушку я попросил, кстати, поменять на более мягкую, потому что весь день кататься на жесткой с непривычки будет тяжеловато. Вот. И, кстати, самое интересное, что они сказали, я попытался оплатить батами. Вот. Мне сказали, что давай завтра оплатишь. Вот. Так что разберемся завтра. Во сколько, говорит, приедешь? Ну, вы типа до скольки вы работаете? До 7. Кстати, имейте в виду, что до 7 вечера они работают. Вот, надо будет вернуться и оплатить в батах. Вот. Карты они не принимают. Ну, можно, конечно, если есть тайский банк, наверное, через тайский банк QR-код пройдет. Итак, следующая задача — найти, где поесть. Ну, я, кажется, проехал, кстати, уже. Ладно, сейчас что-нибудь найдем. Так, надо привыкать, что движение здесь уже не такое, как в Таиланде, а как в России. Вот. Ну-ка, включились. Блин, а как? С ценами непонятно. Теперь смотришь и не понимаешь, что почем. Okay, so what would you advise if you are really hungry? You can eat half of bread. Yeah. We sell it half, or the long one cut it to half. So it costs like 6,000. So 300, as you said, yeah? Half 3,000. Half 3,000? Yeah.
Do you know how much it is in baht or dollars? Dollars? Yeah. It's I think maybe around 0.75. I'm not sure, but you can like you can give Can I pay by baht? I have only baht now. baht. Baht. Oh yeah, sure. Sure. So you want half? Yeah, let's try. Посмотрим, что за 30 бат сейчас мне здесь приготовят. Ну, то есть в Таиланде за 30 бат это прям вообще минималка. Ну, то есть очень надо постараться, чтобы найти что-то за 30 бат. Но я тут вижу пол багетика мне отрезали. Так, ну вот такой вот бутербродик дали за 30 бат. Посмотрим. Кстати, вот когда пешком идешь, жара невозможная, прям 7 потов сходит, под ручьем бежит. А вот на велосипеде нормально ветерком обдувает и уже гораздо лучше. Ну, конечно, сейчас уже вечер. Вот. Уже и так солнце не печет, как днем. មួយខែទៀតដល់រដូវភ្ជុំអូនពេញក្រមុំម៉ែបងខំឲ្យមានប្តីក្រនលឺដំណឹងសេញជុំសេញជឹងដាភ័យដេកភ័យក្រនលឺដំណឹងសេញជុំសេញជឹងដាភ័យដេកភ័យខ្លាចអូនក្បត់សំដីព្រមយកអ្នកថ្មីចោលសងសាអក្រៀតភ្លៀងឃ្លាំងខ្យល់ត្រជាក់ដល់ថ្លើមបេងដូងចាប់ដើមជ្រុលជ្រើមពើតញ័រឈឺផ្សាជាកូនអ្នកក្រមានត្រឹមចិត្តស្មោះសរជូនស្នេហាជាកូនអ្នកក្រមានត្រឹមចិត្តស្មោះសរជូនស្នេហាបើសិនអូនរៀបការតើឲ្យវាសនាបងយ៉ាងម៉េចទៅ Ồ,
ជួលបន្ថែមមកជាមួយការលុបបញ្ចុះរំលោភ I feel like this is Здравствуйте. Goodbye, my friends. Okay, bye. Every day you. Good night. До свидания. Okay? До свидания. До свидания. До свидания.ស្រាប់យកកម្ពុជាប្រដៅរោងចក្រស្តង់ដារអន្តរជាតិប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រនិងគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលបានពានរង្វាន់គ្រប់គ្រងសេវាផលិតកម្មលំដាប់ពិភពលោក World Class of Production Management វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001